Мальчик и девочка, ну что, я приветствую вас в основных пространствах нейроведьмы, и мы будем смотреть сегодня мысли. А, я не знаю, практическое у нас с вами гадание сегодня свершится, или это что-то будет метафорическое, потому что сама по себе колода, она такая своеобразная. Называется она «Дети Литы». Одна из любимых моих колод на отношения, потому что она очень смягчает ситуацию саму очень часто. И даже если она негативная, она всегда подсвечивает что-то хорошее. Вот. А если позитивная, то усиливается значение. Ну, плюс еще она мне очень близка по мировоззрению. Поэтому я думаю, что сегодня случится очередной мэджик, да? Мэджик, который уже стал привычным на моих каналах. Загадывайте партнера, мы посмотрим его мысли. Тут вот, видимо, какая-то важная ситуация, что-то назрело, петух, наверное, клюнул жареный, потому что там была карта, насколько помню, страшные суда, но что-то у нас спрятало, да, эту карту. Итак, давайте, это личность человека. Напоминаю, что сигнификации я стараюсь не делать по королям и дамам, хотя я понимаю, что эта тема очень часто заходит, да, 4 короля, 4 дамы. Вот сейчас что-то это популярно, а я больше сигнифицирую по ситуации. Окей, хорошо. Так, право-лево. Да и не важно. Это он, это вы? Так, он. Мгм. Он. Ну вот, пожалуйста, да. То есть надо что-то делать, что-то вот, то есть мне прям его подсветили, скорее всего, это какая-то тревожная ситуация. Да, это карта страшного суда, и здесь нужно решать, да, видимо, ну, как жить дальше, потому что, может быть, кстати, еще человека нахлобучили кармические задачи. Сейчас посмотрю относительно чего страшный суд. То есть здесь нужна новая жизнь, да, принятие новых решений. Скорее всего, должны те зернышки, которые уже засеяны были в землю, взойти либо зерна сомнений, да, либо зерна истины, зерна любви, как бы не суть. Все, пришло время определенного пробуждения. Да? Сейчас посмотрю относительно чего эта ситуация, относительно чего должен пробудиться. Ну, относительно того, что нужно очень важное принимать в жизни решение. Потому что карта императора. На бытийном уровне может такое быть. То есть, если вы знаете, что вы не жена, да, что здесь вот включаться ему нужно активно в жизненные процессы и проявлять энергию императора, да, либо, соответственно, жениться уже пришла пора и как-то определяться, либо, соответственно, если он уже находится в браке, нужно разобраться, что у него происходит с семьей. Потому что здесь намечается какой-то стабильный путь. Он пока маленький, но он стабильный. Мы, конечно, будем смотреть относительно кого и чего этот путь. Вы в этой ситуации, да, а у вас, собственно, разбитое сердце, да, это может быть, знаете, неоправданные ожидания. Очень часто тройка мечей — это карта иллюзий, когда мы навешиваем на партнера определенный, ну, свой, знаете, личный морок иллюзий относительно образа, да, ну, условно, когда мы надеваем на него костюмчик, который вообще не подходит никак, да, не по размеру. Ну и все, соответственно. Мы разочаровались, и, скорее всего, потому что мы хотели видеть этого человека императором, мы хотели видеть в нем какие-то очень важные решения для себя, для своей жизни, может быть, семьи и прочее. Вот этот момент разочарования, сердечко разбито у нашего белого лебедя, и тут я еще почитаю символику, да, белый лебедь — это же у нас там очень часто, да, карта, которая олицетворяет влюбленных, и вот, видимо, мы понимаем, что только на одной любви, которая есть у вас, отношения выстроить крайне сложно. А вы, видимо, этого человека любите, да? То есть у нас разочарование случилось в любви. Двойка чаш, тройка мечей. Разочарование. Да, может, он решил в семью, знаете, вернуться, или просто где-то он слишком мнет свои причиндалы, да, и действий там нет. Но у нас дело не в действиях. Мы сейчас будем разбираться, что же у него в голове, соответственно. Да? Что же в голове? Что просто рано разочаровывать. Сейчас посмотрим.
Ну что же там в голове? Ну, знаете, мне не очень нравится, когда без запроса мы читаем тройку чаш все же про треугольник. Ну, конечно, такое может быть, но у нас же запроса на это нет в виде тройки чаш, там обязательно треугольник. Давайте так, для части, да, ну, из вас, какой-то части, кто смотрит, это, правда, может проиграться, но я не хочу делать на это акцент вообще. Ну, это может быть, но все же мне хочется тройку чаш читать в мыслях, да, что с вами хорошо, с вами уютно, с вами есть ощущение радости. Но, кстати, человек здесь может немножко воспринимать вас больше как подругу, нежели как жену, да, то есть если вам это важно. Итак, тройка чаш, верховная жрица. Знаете, мне еще карты отшельника не хватает, потому что, или повешенного, потому что здесь вот как раз про то, что человек рефлексирует, кто вы для него знаете, кто вы там в его жизни. Но опять же, вот тройка чаш, как бы верховная жрица. Ну, смотрите, вот в положительном ключе это больше какой-то момент духовной близости, родства душ. А если все же мы будем читать практический момент, я могу предполагать наличие третьих лиц в этой всей ситуации. И вот ему бы, опять же, конечно, в этом всем разобраться. Так, ну, мне еще одна карта нужна дополнительно, если там третьи лица. Восьмерка мечей. Ну, кстати, может быть, знаете, вас любит, сидит в семье. Девятка чаш. Но я так понимаю, что пока нет возможности, да, осуществить с вами какие-то желания, потому что его вот это либидо, да, сидит в темнице. Да, а сам он, видимо, на улице. Хорошо, еще мысли относительно вас. Ну что, королева мечей. Смотрите, тут все-таки, наверное, такой интересный очень замес. Короче, я рассказываю два случая. Они похожи, но при этом там немножко разная энергия, поскольку как бы расклад общий. И вот смотрите, один вариант. Если, соответственно, он женат. Это говорит о том, что он до сих пор не может определиться. В семье ему не очень хорошо, да, ему там не хватает вашей энергии, вот это все либидо спит, как я вам говорила, да, восьмерка мечей, карта, ну, ограничений, отчаяния, и девятка чаш. Очень хочется дотронуться, прикоснуться, нет возможности, знаете, там сидит условно в семье. Я при этом не вижу отношений на расстоянии, может быть, они как бы и есть, но есть ощущение, что причина как бы не в этом, просто все слишком сложно. Все слишком сложно, все как бы слишком запутано. Но если, собственно, он женат, у него есть претензии, да, к своей женщине, которую, в принципе, он в башке своей уже считает бывшей. Понимаете? Если, собственно, здесь как бы ситуация, что вы смотрите на, опять же, на бывшего мужа, то здесь попытки возродить отношения, но он на самом деле не знает как. Не знает как, и, скорее всего, с его стороны по отношению к вам нет четкого посыла, да, каких-то мыслей, ну, каких-то слов, там, действий, что же он хочет на самом деле. Потому что как бы в голове он, конечно, максимально себе накрутил, да. Тут как-то, если бонусом, то действий сильно не будет. Здесь просто страха очень много. Очень много страха. Ой, а так-то, девчоночки мои, еще есть третий вариант, но он совсем не благоприятный, да, для тех, кто в отношениях с мужчиной, или, по крайней мере, вы транслируете, что вы в отношениях, это на самом деле как бы про то, что он очень сильно хочет гульнуть. Есть такое гадкое слово, но при этом боится, что прям отхватит от вас. Вот. А так бы я, конечно, смотрела ваши отношения на Монара, потому что он прям показывает, что ему четко чего-то не хватает. Четко что-то не хватает. Уже вижу чего, но мне кажется, это нужно будет смотреть в закрытых раскладах, потому что я бы сейчас жестко препарировала бы вашу сексуальность. В этом ключе здесь нужно как бы искать причины, почему вот именно так в жизни разворачивается, почему у него именно такие мысли. Вот такая вот ситуация была у нас с вами.